Итак, вы решили инвестировать в криптовалюту. Поздравляю, ваш шанс на успех меньше 10%. В основном вы просто потеряете здесь деньги. No! God, please, no! No! В этом ролике расскажу про основные схемы, как вас и где обманывают. Поговорим и о блогерах, и о мошенниках, о всяких скам-вещах, немного о психологии. Смотрите до конца, если вы примете эту реальность, тогда у вас будет больше все-таки шансов, может быть на 1%, но все-таки не потерять свои средства, а может сохранить или чуть-чуть приумножить. Поехали! Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, меня зовут Сергей Гирбо, и сегодня мы будем разбирать такую тему, как потеря ваших средств. На каких этапах и где вы потеряете все свои деньги и больше не вернетесь в крипту. Nice. Итак, первое, где вы можете уже сразу потерять все деньги, это когда вы захотели купить крипту, начали гуглить, как это сделать, и нарвались, что можно купить через P2P. Так как вы новичок, вы каким-то образом все-таки сумели зарегистрироваться на бирже, нашли какой-нибудь гайд, зашли в раздел P2P и решили там оформить сделку. Вы находите выгодный для себя курс, не смотрите никакие фильтры, ничего, ни отзывы, просто нашли выгодный курс, начинаете сделку. Отправляете свои деньги, к примеру, 50 тысяч рублей вы решили вложить в крипту, отправляете их на карту вообще третьего лица и ждете. Иногда бывает так, что просто ордер не сработает, ничего не произойдет, и вы будете долго выяснять, куда вы деньги отправили, почему вам деньги не отпустили. И там может биржа встать на вашу сторону, а может и не встать на вашу сторону, потому что вы отправили вообще третьему лицу, которого в объявлении нет. Тут могут быть разбирательства. Это первый вариант. Вы уже сразу словите негатив и можете вообще уже и забить на эту крипту. Второй вариант, если все-таки сделка свершилась и вы получили крипту, но при этом вы поучаствовали в мошеннической схеме. То есть вы оплатили что-то нелегальное своими рублями на карты третьих лиц. И здесь будет отложенный эффект, то есть к вам придут из полиции, из органов, если вы что-то там действительно оплатили нехорошее. Уже через некоторое время, когда будет дело заведено, вы можете внезапно столкнуться с блокировками счетов и вызовом в органы для дачи показаний. Это очень негативный сценарий. То же самое работает, когда вы выводите крипту через P2P. Например, вы отправляете $500, хотите получить 50 тысяч, вам приходят эти 50 тысяч, а это, например, какая-нибудь мошенническая схема, где там на Авито фальшивые товары продают, и просто вам какой-то другой вообще человек, который никак не связан с ордером, ему просто сказали перевести деньги на ваш номер для оплаты, например, iPhone он покупает. И он переводит туда деньги, ему никакой iPhone, соответственно, не приходит, а вы, получается, тот, кому перевели деньги. И когда он также заведет там на вас дело, в полицию дойдет, соответственно, вы также можете пострадать. Сейчас ввод и вывод крипты нормально не отрегулирован. Все происходит по каким-то таким вот серым схемам. Плюс еще где вы можете также потерять деньги. К примеру, вы зашли на какой-то обменник, поменяли деньги, потом вы хотите их отправить на биржу. То есть вы поменяли деньги на свой кошелек. Как вам, например, прочитали, что деньги должны храниться на своем кошельке, а не на бирже. А потом только на биржу пересылать. Вот вы купили, пересылаете на биржу, и раз у вас блокировка. Почему? А потому что ваша крипта грязная. Она попала, например, под какие-либо санкции. А вы об этом и знать не знали. И это может быть для некоторых шоком. Что как так? Я купил крипту, вроде все нормально, все, мои деньги как бы белый переслал. И тут как бы появилась крипта, она оказалась какой-то не такой. Я ее отправил, ее заблокировали, и потом вы будете еще долго разбираться. Хорошо, если получится ее как-то отбить и вывести. В таком случае, если вы ее все-таки как-то получите обратно, то вам нужно менять там в тех же обменниках обратно там в кэш, чтобы как-то вывести и больше не было у вас этой грязной крипты. Ну а проверить крипту можно в разнообразных AML-ботах, об этом сейчас не будем останавливаться, но такая возможность есть. Но на этом этапе вы также можете потерять все свои деньги. А что я сделаю? Да и все. Допустим, все хорошо, вы нашли обменник, например, у меня в телеграм-канале там в закрепе есть. Соответственно, вы получили белую криптовалюту, чистую, все у вас хорошо. И вот, так как вы новенький, вы когда зашли в крипту? Конечно же, когда там зеленые свечи, биткоин там уже пробивает очередные хаи, все летит зеленое, и вы на эмоциях, что все летит вверх, и оно так и будет дальше продолжать, вы просто all-in заходите в этот рынок.
Соответственно, на дистанции вы проиграете. Потому что никто не хочет покупать крипту, когда она дешевая, когда там все летит вниз, в тартарары. Никто не хочет так покупать из новичков. Все хотят заходить только когда вокруг идет хайп, все об этом говорят, и все тогда туда залетают. Соответственно, вы вот все поменяли, все хорошо, вы зашли, но вы зашли, например, в Трампа по 70, услышали, что монетка такая есть классная, это президент Трамп, ну там гарантированные иксы. Соответственно, вы зашли туда по $70, ну и все, и потеряли, можно сказать, свои деньги, потому что он пошел там обратно на $10, потом, может, будет $5, кто его знает, какая там будет цена, может, он вообще обнулится. Соответственно, вы потеряете на этом деньги. Но окей, допустим, вы не стали залетать в какие-то непонятные токены на хаях, вы решили поторговать, так как у вас маленький депозит, вы думаете, ага, я вот сейчас обману систему и буду трейдить с сотым плечом. Ну или с 50-м, ладно, так будет немного безопаснее. И вы начинаете трейдить, при этом вы не изучили азы особо, как там создаются эти ордера, что-то там, пару статей где-то мельком посмотрели, ничего там на практике, даже на тестовых, ну, грубо говоря, на бесплатных монетах ничего не тестировали, вы сразу залетаете в сделки, не ставите нормально стопы, ничего не рассчитываете, у вас нет никакого риск-менеджмента, ну и что вы от этого ждете? Наступит момент и вас быстренько ликвидирует. Биржи все видят ваши ордера. Так что они все знают, где собралась толпа, как кого побрить более эффективно, они зарабатывают на этих ликвидациях, поэтому вы будете ликвидированы. Как новичок рынка, только если вам очень крупно повезет, тогда может быть, ну вот как раз вы попадете в те 10%, что заработали. В основном вся своя масса просто на фьючах сольет деньги. Да как так-то, а? Мы сейчас рассмотрели моменты, когда именно вы теряете деньги, вы еще не обращались к специалистам, не смотрели там блогеров и прочего, вы просто сами увидели эту крипту и как-то самостоятельно попробовали все это сделать, и на этом и потеряли деньги. Теперь же момент, если вы, допустим, уже разобрались, уже чуть более опытный человек в этом стали, но все равно еще новичок, вы идете в YouTube смотреть разнообразных блогеров. В принципе, в СНГ не так уж прям очень много блогеров, которые о крипте рассказывают, и они популярные. Их можно пересчитать по пальцам, поэтому все их знают, все их смотрят. У каждого блогера есть определенное свое мнение. Но я вам скажу так, что не стоит доверять блогерам никому, даже мне. То есть не стоит доверять, у них есть у всех внутри свой интерес. Они зарабатывают на аудитории разными способами. Самый первый способ это реферальные отчисления. Соответственно, блогеры свою ревку шилят, по этой ревке комиссионные идут, и у них просто по умолчанию всегда появляются деньги. У топовых блогеров доходность от таких реферальных систем там более сотни тысяч долларов. Соответственно, они могут спокойно пересиживать просадки, рассказывать там, что альтсезон там когда-то будет. И, соответственно, как бы все равно вы заходите на биржи, там торгуете, что-то покупаете, блогеры с этого зарабатывают. У них по умолчанию всегда есть новые деньги. Вы просто задумайтесь, что у них нет такой мотивации, что они вот свой портфель возьмут, потеряют, и у них ничего не будет. Нет, у них уже там все хорошо, а этот портфель, он может быть просто как медийный проект. Теперь, что касается того, о чем говорят блогеры. Очень много проектов в крипте, которые приходят к блогерам и договариваются на какие-либо условия зашил их проекта. Соответственно, к блогеру пришли, договорились с ним, а он потом рассказывает вам о проекте. В принципе, ничего такого плохого в рекламе нет. То есть это как обычные проекты, так же как на обычном телевидении какие-то продукты рекламируются, здесь также рекламируются продукты по крипте. Это хорошо, если мы рассмотрим сейчас, что это нормальные проекты, то есть это и те, которые дропы могут раздать и прочее. Но все равно вы должны держать в голове, что к блогеру пришли, у него есть выгодное предложение. То есть он уже заранее заработает. И даже если там в этом проекте, допустим, это какой-то проект, где надо что-то делать, надо что-то покрутить, получить дроп какой-нибудь там Аркхам, к примеру, к нему пришли админы этого проекта, сделали ему там повышенные проценты и прочее, с ним договорились, он за это еще больше, еще и сверху получит, а вы можете так сильно не заработать на этом проекте. Несомненно, все равно можно кое-где на каких проектах заработать.
Но, тем не менее, всегда держите в уме, что то, что вам рассказывают блогеры, скорее всего, они уже договорились с командой, скорее всего, им уже там отсыпят как-то токены. Вы это никак не отследите. Со стороны это будет выглядеть, что просто вот человек также зашел в проект и что-то там покрутил, и потом получит дроп. Единственное, что у него будет больше профита из-за того, что у него рефы, но все понимают, он блогер. А на самом деле еще сверху ему могут досыпать за то, что он в принципе вообще начал рассказывать про этот проект. И я вот пока не встретил ни одного блогера, у которого не было бы какой-нибудь рекламы или монетизации. Она есть у всех. Просто у маленьких блогеров это ограничивается какой-нибудь повышенной ревкой, ну а дальше уже накручивается все дополнительно. Кто-то уже с аудиторией начинает какие-то свои скам-токены запускать, еще что-то придумывать, делать, свои проекты начинают билдить и также туда засаживать народ. Соответственно, вы просто должны иметь в виду, что вообще не стоит верить блогерам, особенно с большой аудиторией. У них там втройне там все проплачено. Вы должны это четко понимать и представлять, что если вам даже подсветили какой-то проект, и он вам понравился, то вы перепроверьте сами, что это за проект, что за ним стоит. Так что сразу в голове у себя держите. Все блогеры проплачены, все уже везде договорняк, и вы действуете только исходя из своих интересов. Потому что если вы будете напрямую просто слушать блогера, и не дай бог только одного, тогда вы точно потеряете деньги, потому что если вы будете копировать только вот одно какое-то действие, то ваши шансы на успех вообще минимальны. Вы скажете, что нет, существуют хорошие блогеры, которые все честно и открыто говорят, и у них там все нормально. Ну вот просто ради примера. У меня так на канале было много про тон, про эти всякие тапалки. И вот есть канал, по-моему, как он, Вейрок называется, популярный, который вроде все по делу говорит о том, что везде вас там скамят, вас кидают и прочее. Однако, если там открыть его канал, там есть ролик про такой проект Kittyverse, где он рекомендует туда зайти. Соответственно, на доверие аудитория туда пошла. Я вам скажу, этот проект приходил ко мне, он писал мне в личку, это все реклама, то есть он хотел рекламу. У меня на канале не было этого ролика, этот проект там, я все-таки смотрю, кто стоит за проектом, там должно быть какое-то лицо, у этого проекта лица никакого нет, соответственно, договориться с ними не получилось, потому что, как ты можешь взять в рекламу проект, если ты ничего не знаешь, значит повышается цена за то, что ты будешь это шилить. Видимо, этому блогеру заплатили очень хорошо, потому что он снял аж 2 ролика про это. Соответственно, вы видите мысль, да, с одной стороны у вас идут ролики про то, что там все плохо, вас скамят, все такое. С другой стороны, периодически выходит такой ролик в стиле «вот классный проект». Думайте своей головой, почему так произошло и почему этот вдруг проект стал так отличаться более выгодно. Так что всегда думайте своей головой, анализируйте, куда вы несете свои деньги, потому что это ваши деньги. Ну и вообще, чем крупнее блогер, тем крупнее к нему офферы приходят, нашил тех или иных проектов, на рекламу всякого разного. И вы наверняка можете заметить, если следите долго за любым блогером, даже возьмем всех там топов, типа как Рафаэль Слюс, Сатоши, Криптус и прочее, всегда есть, вы видите, есть проекты, которые там скоманулись. И это как бы просто надо принять как часть рынка, что в крипте в принципе 95% они просто умрут. То есть это настолько молодой рынок, здесь творится такая вакханалия, и очень много проектов просто никак не доживут, и у них нет светлого будущего. То есть если сейчас смотреть на крипту, по-хорошему вот есть биткоин и эфир. Ну, еще там Solana, какие-то там топовые проекты, которые еще кое-как закрепляются, и то не факт, что они даже продолжат дальше свое существование нормально, ну, может, кроме биткоина. Что уж говорить о всяких там очередных L2 решениях и прочих всяких проектов, всяких тапалок и прочее, там куча мусора, просто в этой крипте колоссальное количество мусора. Мы рассмотрели, что все-таки идет реклама более-менее по таких белых или серых проектов, которые, да, если они потом не выстрелят, они просто рекламируются, но они хотя бы существуют, работают, функционируют до поры до времени. А есть же прямой скам. То есть, когда, например, создается токен Honeypot, это тот, который вы можете только купить, но не можете продать, и рекламируется в каналах. То есть, выкупаются чаще всего какие-нибудь телеграм-каналы, и туда постится ссылка, купите этот токен, он там сделает очень много иксов. Соответственно, там вы просто напрямую теряете деньги.
Когда заговорил за Honeypot, вспомнил, что забыл еще сказать, что вы можете потерять деньги свои просто из-за того, что вы свою сид-фразу куда-то потеряли. То есть это у вас не как банковское приложение, если вы просто создали кошелек, закинули туда крипту, и доступ к ней это вот эти вот там 12 или 24 слова. Если вы их кому-то отдали, считай, уже деньги не ваши. Если вы сделали скриншот и храните скриншотом у вас в телефоне, то же самое, у вас это вирусы могут прочитать эти все картинки и также раздобыть вашу сид-фразу, и также вы лишитесь средств. Поэтому это все касается такой внутренней безопасности аккаунта, об этом можно отдельные ролики снимать. Но в целом вы также здесь можете потерять все деньги за счет своей же невнимательности. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. Продолжаем еще насчет блогеров. У многих блогеров есть свои курсы по обучению, приватки, вот это все, и на этом они также зарабатывают. И, например, курсы там есть разные. Например, там есть действительно отдельные курсы, где там обучаются базам, основам, как куда нажимать, что делать. В этих курсах ничего плохого нет. Это, грубо говоря, вот есть курс «Как вязать крючком» и есть курс «Как пользоваться криптовалютой». Вот это примерно то же самое. То есть это все какие-то основные вещи и моменты. Если они есть в курсе, то это как бы ничего плохого в этом не вижу. Это нормальный продукт. А вот если вам начинают какой-нибудь там курс втюхивать, что сейчас вы заработаете 1 000 000 за 3 дня, и начинают там вас просто прогревать, что вы это прям вот сейчас и сделаете. И, соответственно, в этих курсах там, например, одна вода водой, никакой там практики, ничего нет. Вы просто посмотрели, как вы можете зайти куда-то, занести туда деньги. Еще, небось, внутри этих курсов там добавят какое-нибудь доверительное управление, чтобы вы еще деньги кому-то отправили, чтобы он за вас ими управлял. И все, там уже труба. Либо это вообще какая-нибудь финансовая пирамида, там прикрывается криптой не является, а это какой-нибудь просто проект типа Финика. Здесь тоже нужно быть очень внимательным и думать своей головой. Если курс запускает тот, кто не профессионал в крипте, тот, кто недолго в рынке, тот, у кого нет опыта, например, там автоблогер или какой-нибудь игровой блогер, вообще сторонние люди, они просто на хайпе создают курс. То есть, когда там криптовалюта летит вверх, все они говорят, они на хайпе создают курс, чтобы его продать. Как правило, внутри там даже не сами они там показывают, что и как делать, а они говорят, это моя команда там. По факту там просто наняли команду, которая быстро сварканила на коленке какой-то курс и, соответственно, просто продает через обычного блогера эту информацию. Такие курсы я не рекомендую, потому что в них, как правило, нету той глубины, которая именно действительно нужна в крипте. Так что если уж вы хотите приобрести какой-то курс, то нужно искать от криптонов, то есть те, кто уже давно в рынке. Там хотя бы у вас будут нормальные гайды, нормальные инструкции, все будет по полочкам разложено, и обычно там еще можно спросить какие-то вопросы, если вы что-то не поняли. У меня сейчас на данный момент пока такого продукта нет, но сделаю, чтобы тоже был, закрыть это окно, потому что иногда новички приходят, спрашивают много глупых вопросов, соответственно, чтобы не объяснять там каждому, что там происходит, можно там небольшой какой-то формат с практикой предоставить, чтобы он там обучился и уже не было таких вопросов, по крайней мере уже будет уметь и знать, что и как делать, и куда нажимать. Также еще потом, помимо какой-то базы, могут быть всякие разнообразные курсы тоже у разных инфлюенсеров о том, как, например, там мемами торговать более профессионально, там снайпинг, прочее. Но это уже сложные вещи. Как правило, сначала нужно изучить базу, а потом только туда сваться. Иначе вы там заблудитесь, ничего не поймете, и это никакой пользы вам не принесет. Вы только потеряете время и деньги. Так что если вы решили уж действительно там чему-то научиться, то изучайте сначала базу с практикой, не ленитесь. А потом уже переходите к чему-то более сложному. Итог такой, если вы примете эту всю реальность, эту всю вакханалию, которая происходит в крипте, и вас она действительно заинтересует, и вы примете на себя все эти риски, возьмете сами ответственность за свои деньги и за себя, за свою голову, тогда, возможно, у вас что-то и получится в этом рынке на длительной дистанции. Но вот так вот сразу залететь, собрать там 1 000 000 иксов, это редкие истории. Как правило, все равно зарабатывают больше там на дистанции, если уже более глубоко погружаются в рынок. Возможно, тут немного вас напугал, но говорю как есть. Пусть лучше там кто-то отсеется и в крипту вообще не войдет, услышав эти байки, страшилки. Соответственно,
Здесь будет, может, поменьше людей, но будет более образованные, действительно те, кто хочет этим заниматься. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому ролику, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Желаю вам всем профита и до новых встреч!